А в этом выпуске мы открыли новую страну и увидели самые большие и потрясающие водопады в мире. Это будет самое влажное видео, поэтому поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра. Доброе утро. Мы поспали прям так хорошо. Под стрекотание всяких там сверчков, пение птиц. И идем на завтрак. А дальше на сегодня у нас очень большие планы. Будет очень много красивого, поэтому не переключайтесь. А пока мы идем на завтрак, поставьте нам, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Это очень сильно продвинет наш канал. Мы будем популярнее, успешнее, видео будут выходить чаще. Мы будем больше путешествовать, вы будете больше смотреть. Логика такая. Так, ребят, мы сегодня едем в Бразилию. Чтобы туда доехать, нужно для начала добраться до автобусной станции. Дальше, вот я показал киоск, где продаются билеты на автобус. Стоят 4000 в одну сторону. Ходит каждые полчаса. Поэтому самый такой доступный способ и удобный добраться. Мы пошли на платформу. Билеты мы уже купили. Enough, get some picture, you come back to the bus stop. Ну что, ребят, мы открыли для себя новую страну. Это наша, я даже не знаю какая. Мы в Бразилии. Мы довольно быстро перешли границу. Впервые в жизни я проходил ее без российского паспорта по нашей резиденции. Мы спокойно перешли границу. И тут же доехали до национального парка. Купили билеты. Для нас, как для резидентов Союза стран Меркосур, это стоило 50 тысяч песо на двоих. Ребенок бесплатный. Вот. Ну все, заходим внутрь и смотреть красоты местные бежим. Сразу после проверки билетов мы сели в автобус, они тут же стоят, набирают людей и отъезжают по мере загруженности. И автобус везет нас через национальный парк внутрь, вглубь. Очень красивая природа, но это прям бразильские джунгли. Едем на втором этаже автобуса без окон, все хорошо продувается, свежий чистый воздух, невероятно ароматный, вкусный. Прекрасная атмосфера, теплая погода, красота. Ну что, первая наша остановка – это смотровая площадка, до которой мы сейчас пешочком дойдем, через джунгли опять же. Приехал целый автобус, довольно много людей. Тут с Колей общался. Коля был здесь на водопадах 3 дня назад. Говорит, это не понимаю. Ну, в чем прикол? Типа, люди приходят посмотреть, как водичка бежит. Вот, я не знаю. А я вот люблю водопады. Я еще в Грузии очень много водопадов объехал, все посмотрел. Вот. Ну, с Дашей, конечно. Да и где еще? В Таиланде мы видели водопады. Но в Грузии больше. Вот. И в целом, ну, наверное, водопадами меня не удивить. Было, вот, но я их очень люблю, поэтому с радостью посмотрю, какие же они здесь. Ну что, господа, вот так выглядит
чудо природы. Это не чудо света, но это чудо природы однозначно. Этот водопад, он больше Ниагарского и выше, чем водопад Виктория. Очень большой и очень красивый, особенно в такую погоду. Давайте просто насладимся. Ребята, смотрите, какой бразильский брат моего робота-пылесоса дома. Это робот-газонокоситель. Так-то прикольная тема. Можно либо такую штуку завести, либо барашков и козочек. Результат тот же, но барашки вкуснее. Это что за живность такая? Даша сказала, что это насухи. Прикольные такие. И ящерка, смотрите. Ну все, до следующей локации мы поедем также на автобусе. Это чтобы не ходить по тропинкам, которые не предназначены для коляски. Вот проедем в одну остановку, а там все предназначено. Это вот вся информация, что милая женщина на входе нам рассказала. Это прям река, как будто бы горная. Можно сплавляться, наверное. Только там слишком опасно. Можно покончить жизнь самоубийством. Вообще это очень напоминает мультики или фильмы, где на плоту кто-то плывет и видит вдалеке, что нет дальше ничего. И понимает, что обрыв. И в этот момент течение усиливается, и срочно надо выплыть. На самом деле мы попали вот именно в такие декорации. Что это за мультик, кстати, был? Я не могу вспомнить. Что-нибудь припоминаете? Напишите, пожалуйста. Ребята, это просто фантастика. Это какое-то нереальное количество воды, очень красиво. И это просто могущественно выглядит. Да что тут говорить? Смотрите сами. Was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save. When it gets dark, I'll take the blame for what we are. I'm not sure. А еще здесь есть другая смотровая площадка, оборудованная лифтом. Поэтому мы сейчас посмотрим отсюда и спустимся в самый низ. Смотри, как круто! Так, ну все, мы спускаемся вниз. Это, наверное, в моей жизни лучший лифт. Вернее, лифт с самым красивым видом. А лифт, кстати, с кондиционером. Тут реально просто очень влажно, душно. Ой, хорошо, когда так обдувает. Не, ну место просто топ. Место просто сумасшедшее красивое. Ну и по какой-то дорожке мы спускаемся, как было написано, к глотке дьявола. О, опасно, наверное. Название такое, да, прямо? Глотка дьявола. Немножко мокро там.
не критично на самом деле, если погода теплая, даже хорошо. Ребят, я ничего подобного в жизни не видел. Просто обалденно. Это невероятно. Это такие краски, это такая мощь. Это масштабно. И как это все вливается просто в одну чашу, это прям невероятно. Здесь надо побывать обязательно. Это будут очень яркие воспоминания в жизни. 100%. Ну а еще, ребят, если вам не жалко денег на эмоции, то, наверное, стоит посмотреть на это все еще и с вертолета. Вот прямо здесь вертолетная площадка. И, кстати, вот прямо сейчас сюда садится вертолет. Давайте посмотрим. «300 метров пройти, и находится парк с птицами». Мы очень хотели в него успеть, и действительно успели. Последний вход в него в 4:30 вечера. У нас время сейчас без 24, поэтому есть время погулять. Но самое главное, в 5:30, не позже, нам надо быть на остановке, чтобы уехать назад в Аргентину. Поэтому почти 2 часа, ну чуть меньше, там 1:40 наши. Будем смотреть, наслаждаться. Я вас не сориентирую, сколько стоит вход, потому что мы с ДНИ аргентинским, с резиденцией с аргентинской, скорее всего, нам было дешевле. Но и то получилось 48 тысяч песо на двоих. Дочь бесплатно. Но 48 тысяч песо это сейчас ну, где-то 30 с лишним долларов. Короче, да, в Бразилии недешево. Ну и, кстати говоря, то, что мы с коляской, нас везде как-то вперед пропускают. Это очень приятно, чтобы ребенка не мучить очередями. Мы зашли уже в парк, и тут, значит, такая система, система накопителя. Дверь открывается тогда, когда закрывается другая. Вот. Поэтому мы сейчас заходим в большой-большой вольер, и похоже, что мы там будем чужие. Звери будут и птицы на нас смотреть. И руками ничего не трогать. Говорю, там какое-то сумасшествие дальше. Судя по звукам, там... Слышишь? Как будто обезьяны дерутся с птицами. Но это парк птиц, поэтому тут обезьян не должно быть. Птицы победят поэтому, да? А я только сегодня вспоминал о том, что раз мы в Бразилии, я очень хотел увидеть вот эту вот птицу, этот тукан. И вот, пожалуйста. Правда, я хотел увидеть в естественной среде, но в принципе это здесь естественная среда. Но вот сейчас мы опять вышли из большого такого вольера и зашли в новый. Смотрите, вот там наверху сетка, там вот эти накопители с двух сторон, а здесь огромная-огромная территория, где обитают птицы. А тут еще в вольере зеленая анаконда должна была быть, но, видимо, она где-то там спряталась и спит, потому что день, жарко, а змеи любят прохладную температуру. Мы идем, значит, я увидел черепах, а не увидел главного. Потому что там на песке, я думал, ну какие-то бревна лежат. Ага, такие бревна у вас сожрут и не подавятся. Там настоящие крокодилы. И я подумал, что, наверное, Бразилия, это, кстати, для них естественная среда обитания, дом. То есть они здесь дома. Вообще, конечно, удивительно, где мы находимся и кто здесь кроме нас.
смешное выражение лица у этой птицы. Я знаю некоторых людей, которые по жизни с таким ходят. А мы зашли в вольер с попугайчиками. Они тут такие прикольные, какие-то прямо полуручные. Ну, кстати, у меня был когда-то давно, похоже, попугайчик, тоже зеленый, но поменьше. Ну, эти-то прям жирные, красивые. А вот это, пожалуй, самый интересный вольер. Слышите? Это попугаи, огромные попугаи, Ара и другие их друзья. Они как с ума сошли просто. Такое ощущение, что я в мультике «Книга джунглей». Лес разбушевался. Ух, вот это любовь. Вообще обалденно. Вот мы у них в гостях сейчас. И их так много. Они такие громкие. Блин, вообще... Чуть не врезался в меня. Вообще. Мы в Бразилии. Ребята, а это место, где бабочки и колибри. Офигенно. Здесь какой-то свой микроклимат, своя атмосфера. Ну и потише, потому что эти попугаи просто невыносимые. Давайте насладимся. Ну вот и все. Мы вышли уже к кафешкам, фонтану, там, туалетам. Классный парк. Мне понравилось. Мне понравилась организация его, что ты находишься в естественной среде и проходишь через вот эти накопители. Прикольно. Блин, я думал, это крокодил лежит. А это бревно. Или это бревно, сделанное под крокодила. Потому что вот крокодил. А это кто? Это бревно крокодил. А смотри, с лапами. А тебе как? Ой, мне очень понравилось. Прикольный парк. Прям рекомендую сюда сходить. Классно. И наконец-то можно увидеть, прям рассмотреть колибри. Это круто. Фу, ну и все, у нас есть небольшой запас времени. Мы двигаем на остановку и направляемся назад в Аргентину. Ребят, ну все, мы прокатились на автобусе. Бразильской границы как будто бы вообще не было. Мы просто вот проехали ее, не тормозя даже. И приехали в Duty Free. Как раз мы сейчас в нейтральной зоне между Бразилией и Аргентиной. Посмотрим сейчас, что есть здесь в Duty Free. Что-нибудь, может быть, прикупим. Вот. Ну а дальше планируем, что водитель из отеля нас прямо отсюда и заберет. Хорошая мысль ведь. Ребята, красиво, красиво. Что тут скажут? И скидки. Ну, наверное, большие скидки, не знаю. Но говорят, в определенное время здесь, по-моему, с утра здесь вообще там 40 или 50%. Вот. Супер. У нас запаковали все вещи, так, наверное, делается везде, чтобы невозможно было там туда убрать.
Короче, тут все строго. Сказали, снимать нельзя, и камеру запаковали в сумку, которую откроют только при выходе. Вот так вот. Все, отдали нам камеру на кассе. В общем, вот, купили ребенку кубики, такие мягкие, чтобы можно было удобно пожевать их. Она у нас любительница своими 2 зубами. Все, так что это единственное, что мы взяли в Duty Free. Да, для тебя и ездили. Довольно? А мы думаем, чего тут люди постоянно ходят с этими пакетами Duty Free? Так потому что вот, собственно, сам центр Duty Free, а вот таможня. И до нашего отеля здесь, ну, если по прямой, 500 метров. Но если объезжать, наверное, 1,5 километра. Вот, поэтому мы сейчас пройдем таможню. Я позвонил в отель, попросил прислать машину. И все, соответственно, за нами приедет такси, будет нас ждать. Вот такой план. Ну и опять мы прошли таможню, буквально 2 минуты с ДНИ. Все, пропустились, улыбнулись, спросили, а вы откуда, ребята? Мы говорим, мы из России. Они говорят, круто, круто. В общем, вот так. Все очень быстро и удобно. А в завершении дня нам в ресторане отеля подали потрясающий филе миньон и пасту со шпинатом. Доброе утро! Это наше финальное утро в отеле. Сегодня у нас грандиознейшие планы. Это будет очень длинный и очень тяжелый день. Мы это сразу понимаем. Сейчас мы идем на завтрак. И у нас совсем немного времени, чтобы собраться. И если получится, еще купнуться в бассейне. Но не уверен, потому что на самом деле пока еще даже как-то прохладненько. Я думаю, что сейчас... судя по ощущениям, где-то около 20 градусов. Вот, конечно, днем, когда на улице 30-очка уверенная, это совсем по-другому. Бассейн – это прям способ освежиться. Сейчас это какая-то спортивная дисциплина. В целом нормальные завтраки. Все стандартные наборы. Вполне себе. Можно сказать, мы дома так практически питаемся, кроме вот этого вот. Это мы не едим почти что. Слушай, не знаю, по мне так довольно однообразно. Если это есть действительно каждый день, вот так вот, что-то как-то быстро надоест. Но прикиньте, вот один вид яичницы и все. То есть интересно было бы, если бы там были, допустим, какая-нибудь гранола, или там мюсли, да, с йогуртом. А там есть шарики, да, там есть такие завтраки. Какая-нибудь каша. Чтобы это была не омлет, а, допустим, еще яичница с какими-то там... Вот тут овощей, допустим, нету. Я вот хочу какой-нибудь к яичнице огурец, помидорку. Может быть, там какой-нибудь кетчупа бахнуть. Вот. Нет такого. Вот. То есть есть сухие завтраки с молоком и с йогуртом. Есть вот один вид омлета, куча сладостей. Фрукты, да, есть фрукты. Вот, кстати, надо фрукты взять. Поэтому по завтракам я, наверное, не сказал бы, что я в восторге. Вот. Но с голоду не умрешь. И вроде как бы даже довольно приятно и вкусно. Вот. Хотя скудно. Ну все, ребят, мы выселяемся. Впереди большой насыщенный день. Время 10:30, нам уже очень пора. Отель реально очень понравился. Понравилась территория, понравился сервис. Отель вроде бы 3 звезды, но сервис, я вам скажу, прям, внимание и забота, как в хорошем, дорогом, многозвездочном отеле.
Ну и, конечно, еще раз возвращаясь к территории, здесь воздух просто сумасшедший, особенно ночью. Мне прям очень понравилось. Поэтому отелю однозначно лайк. Все, погнали на выход и на новые места. Ну все, ребят, мы выселяемся. Значит, тут в отеле система такая. Всем, чем ты пользуешься, ты не платишь сразу, ты, записывают на счет твоей комнаты. И сейчас при выезде мы вот оплачивали как раз все ужины здесь, плюс прачечную воспользовались. У нас получилось за 3 ужина плюс прачечная меньше $100. Вот. Все, картой оплатил, и все. Очень удобно, один раз, не надо с собой постоянно деньги таскать. Вот. Мы тут же оставим багаж, и вечером вернемся сюда. То есть мы больше не можем пользоваться комнатой, но мы можем пользоваться бассейном, рестораном, вообще без проблем. Поэтому вечером мы, наверное, будем ужинать здесь же, чтобы не искать никакие места в городе. Приедем, поедим тут, заберем наш чемодан и уже поедем в аэропорт. Перелетев Атлантику на запад и до упора. Ну что, ребят, мы подобрались к тем же водопадам Игуасу, только теперь уже с аргентинской стороны. Сейчас купим билеты, и у нас будет долгая прогулка. Зима здесь летом, лето тут зимою. Вода по часовой тут убежит под флагом. Вот это я понимаю. В то время как на бразильской стороне вход стоил 50 тысяч песо на двоих, здесь стоит 20. Неплохо. Вообще вошли без всякой очереди, но еще интересно, что по сравнению с бразильской стороной здесь нас не встречают автобусы. И я не знаю, будут ли они вообще дальше. Насколько я понял, здесь надо будет прям много ходить. Ну и здорово, на самом деле погода отличная, лето, можно сказать. Хотя, несмотря на то, что в Аргентине зима, здесь 34 градуса сегодня будет. Вот. Если не на палящем солнце, то это просто песня. Очень хорошо. Еще воздух, он не особо влажный, поэтому дышится очень легко, приятно. Вот. Все условия. Can you repeat it, пожалуйста? Есть скидка для рестораний. Ребят, мы сейчас проходили тур на лодках, продавали сотрудники. Ну, заманчиво на самом деле. Даша мне говорит, все, едь на лодке, по-любому, надо ехать. Вот. И, в принципе, оно как бы и не очень дорого стоит. Ну, на данный момент $55. 2 часа катания. Заехать в самое вот прям жерло, в глотку дьявола. И еще с другой стороны посмотреть. Вот, но 2 часа, я не знаю. Если бы это было там полчаса или 40 минут, вопросов нет. Но 2 часа, что-то, не знаю, я пока думаю. Но если вы обладаете временем, то вот $55, 75 тысяч песо, вот так вот. И 2 часа, и красивые виды вам обеспечены. Ну, в общем, я принял решение, я не поеду, потому что, ну, реально встал перед выбором, либо я сегодня проведу день на лодке, либо посмотрю все, ну, водопады с разных сторон, погуляю по лесу с семьей, вот, а и то я не успею, поэтому лодка отменяется. Вот, смотрите, очень интересно вот сюда дойти пешком, но маршрут 2 часа, 1750 метров. Возможно. Но сейчас мы садимся на поезд и поедем вот сюда. А отсюда пешочком дойдем до глотки дьявола. Chicos, esta es estación central. Мы дошли до станции. Сейчас отсюда поедем на поезде. Поезд ходит, ну, видимо, там раз в полчаса или раз в час. Вот, поэтому сейчас подождем немножко и поедем. А вот предупреждение, что могут сделать обезьяны и носухи. Короче, не надо их трогать, ребят, не надо.
И помимо прочего, после укуса животного ставится цикл уколов от бешенства. Очень неприятная штука. И винцо потом не попить. Сколько-то очень долго. Я теперь даже не знаю, что из этого интереснее. Либо двухэтажный автобус в Бразилии, либо вот такой поезд в Аргентине. Выглядит, конечно, очень атмосферно. Под флагом голубым, с белой полосой и ярким солнцем в середине. Красивая страна с прекрасными людьми и природой от ледников до пустыни. Мы в Аргентине. Да, прикиньте, весь этот пресс народу оказался вот здесь. То есть это еще столько же людей пришло и подсело в поезд на следующей станции. Плотничком едем, да, поэтому хорошо, что мы решили сразу до конечной, а уже на обратном пути выйдем здесь, чтобы прогуляться пешком. Ну вот, добрались мы до последней станции, а здесь так много бабочек, как будто мы в парк бабочек попали. Прикольно, когда Теонин на палец бабочка села, то она такая посмотрела, смотрела. В последний момент спасли бабочку. Чуть не съела ее дочь. Смотрите, ребята, река довольно бурная. Вот. Я бы хотел, конечно, крокодила увидеть в живой природе. Я думаю, что они, наверное, должны где-то здесь обитать. Spending time far away was never what I meant to do for us. Издалека уже видно, как вот эта пыль из воды поднимается над местом, где падает вода. Интересное ощущение все-таки. Ну, река, ну, озеро. Шум и такое облако водяное. А прикольно, вот она, естественная среда. Когда на блоках опор моста просто загорают черепахи. Так прикольно. Ребята, у нас такой вид открывается. Обалдеть. Сколько же тонн воды просто здесь проходит. И никакую гидростанцию не построили. Хотя это же национальное достояние. Это просто нереально. Это такие масштабы. Голову сносит на самом деле. Вот туда смотришь вдаль. Там Бразилия. Там джунгли. Река течет. Потом ускоряется. И просто обрывается. И вот не дай бог там оказаться. Это реально глотка дьявола. Фантастические масштабы. Я прям стою как завороженный. Просто вот когда в воду вглядываешься, аж голову кружит. I'm not sure. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to see. Даш, ну что, как тебе? Это прям чудо света, реально. Не знаю, что сказать. Очень круто. Нам ведь на поезд выдали билетик, и в билете написано, что отправление в 12:30, а обратное в 2:30. Я еще думаю, они, как вот вообще поняли, что нам столько времени не надо. И знаете, они поняли. Вот потому что мы, конечно, втопили на обратном пути, но даже если бы мы шли медленно, мы бы все равно успели именно на этот поезд. Вот, поэтому все продумано.
пока ехали по железной дороге, хотел бы вам показать, что она одноколейная. И когда мы пропускали встречный поезд, мы остановились прямо вот на самом солнце. Это, конечно, вообще поджигает прямо. Вот. Прям все соки выгоняет. Вообще на улице стало достаточно жарко. Вот, поэтому сейчас будем идти, потеть и пить. Вот. Ну, уже больше 30-ки 100%. Вот. На самом деле такой перепад сильный. То есть утром было, градусов 20, наверное, когда мы завтракать шли. Было прям, даже прохладненько. А сейчас вот так, что больше и не надо. Очень тепло. Даже жарковато. Мы сейчас тут встали, значит, на распутье. Раз направление, два направления, 3 направления. И мы тут решали, а куда же нам идти? Что-то не могли разобраться. В итоге тут была какая-то англоговорящая группа. Я там легко объяснился, и в итоге мы идем за ними. Вот. На самом деле, здесь хорошо бы зашла реклама каких-нибудь языковых курсов, приложений. Потому что хочу сказать, что учить языки важно и нужно. Вот. Особенно самые распространенные в мире, такие как английский и испанский. Вот. Я сейчас учу испанский, по приложению. Конечно, если бы это были курсы, наверное, это было бы эффективнее, но, честно говоря, у меня нет на это времени. Вот. Поэтому, да, уже 11 месяцев, да нет, уже... Опачки. Обалдеть, ребята, смотрите. Только ветки шатаются. Опа, видели? Малыш какой. Видели, да? Нормально? Вот так вот неожиданно. Так вот, на чем я остановился? Что я уже почти год учу испанский по приложению. Самому популярному, наверное. Вот. Но, знаете, это сильно помогает. То есть, конечно, я еще не владею им свободно и далеко не все понимаю, но уже в принципе можно потихонечку общаться, и там если еще на пальцах что-то показывать, то нормально. Короче, рекомендую, учите языки. И насчет языков, так же как в любой тренировке, важно делать немного, а регулярно. Вот. То есть я, например, делаю каждый день, вообще не пропускаю. Просыпаюсь, и вот пока просыпаюсь, лежу в кровати, уже делаю испанский. Мне нравится. А тем временем мы вышли на балкон к первому водопаду. А здесь, кстати, очень удобно сделана дорожка вот с такими балконами, где можно действительно остановиться, насладиться видом, пойти дальше. Там мы вчера были, в Бразилии. Видишь этот отель? Да, точно. Прям вообще невозможно красиво. И цвета, и свет, и многоуровневость всех видов. Просто потрясает вообще. А реки-то какие, да? Вот это кадр из фильма, по-любому, из какого-то фильма. Чем дальше, тем круче. Такое ощущение, что все картинки расположены по возрастанию. И виды открываются все интереснее и интереснее. Мы вот сейчас задумались, а откуда вообще столько воды? Просто нереальное количество. То есть это же значит ледники тают, наверное, да?
Ну, хотя Аргентина большая. Да и не только Аргентина, тут на континенте есть Анды, которые довольно высокие, там по-любому есть снег. Барелочи, это горнолыжный курорт, значит, там есть снег. Есть прямо ледник. Не помню, как он называется, но тоже достопримечательность, и все туда ездят. В конце концов, есть Антарктика, там тоже много льдов. В общем, со льдом проблем нету. Видимо, оттуда и вода. А по пути нам встретилась насуха, которая явно искала что-нибудь перекусить. Но гладить и кормить таких животных категорически запрещено. Ну вот мы и дошли до финальной точки. Маршрут 1750 метров. В принципе, это очень немного. Особенно, когда такие красивые виды и останавливаешься, ну, реально через каждые 50 метров. Потому что это постоянно новые виды, новые водопады. Сюда обязательно нужно съездить. Это реально чудо природы. Я, наверное, в жизни красивее ничего не видел. Потрясающе. Ну что, мы собираемся в обратную сторону, пешком назад, также на поезд, на начальную станцию, а там звоним нашему приятелю местному, который нас заберет и везде отвезет. Прикольно, что все можно пройти с коляской. Ну, может быть, какие-то маршруты, которые мы тут не прошли, может, там и невозможно, но везде, в принципе, очень даже. В Бразилии там ты вообще себе сокращаешь максимально путь и прям идеально все ездишь. Здесь все удобно, дорожки эти, все прекрасно, вообще удобно с коляской. Да, Аргентина вообще прекрасная среда для колясок, для там, людей с ограниченными возможностями, для детей. Везде доступная среда. Везде есть пандусы, лифты, съезды, заезды. Очень удобно. Ребята, смотрите, кого мы увидели. Мой гештальт закрыт. Я очень хотел увидеть эту птицу здесь. Она мне очень нравится, очень красивая. Да, я видел ее во всяких там парках птиц, зоопарках, но я хотел увидеть ее в натуральной среде обитания. Да, вот она. Это тукан. В итоге мы не стали дожидаться поезд 15 минут, а за 10 минут дошли пешочком через прекрасный лес, посмотрели еще животных, которые здесь обитают, и вот пообщались, обсудили. Все наши 2 дня обсудили это место, и мы как-то вот единогласно решили, что на бразильскую сторону нужен 1 день, и обязательно нужно посетить, потому что там какая-то своя атмосфера и виды особые. На аргентинскую сторону я бы, ну и Даша, кстати, тоже сказала, что она бы так же сделала. Лучше выделять 2 дня. 1 день, как мы сделали, на глотку и по синему маршруту пройтись. Чтобы это было так не сильно напряжно, на лайте. А 2 день взять лодку, проплыть на лодке и пройти там, по-моему, 2 еще маршрута. Вот. Очень рекомендую. Да, на лодочке тоже хотелось бы, конечно, но, честно сказать, после всей нашей вот этой длинной прогулки я не представляю, что еще вот 2 часа посвятить тому, чтобы кататься на лодке. Честно говоря, уже
подустали. Вот, поэтому, чтобы вам было в удовольствие и в кайф, чтобы просыпаться вам не в 6 утра и ехать сюда к открытию и весь день мучиться, ну, вы реально устанете. Вот, посвящайте этому 2 дня в идеале. Если у вас этого нету, то выбирайте сами. Фу, а место супер, нам понравилось. Все, за нами едет таксист. Едем в отель, поужинать, забрать наши вещи, переодеться и полететь домой в Буэнос-Айрес. Ребят, спасибо, что были с нами весь этот выпуск. Нам понравилось, надеюсь, вам тоже. А в любом случае, ваши отзывы нам интересны, оставляйте их в комментарии. Все читаем, почти на все отвечаем. Ну и лайк с подпиской продвинут эти видео. Поэтому спасибо, до встречи, всем пока.